Shadowfax где Вив? Всем привет, ребят, и сегодня... Блять, опять перезапись. Всем привет, ребят, это наше первое видео на этом канале, и я довольно-таки долго с ним возился, поэтому попросил бы вас поставить лайк, ну, так называемый люкантроп, а также рассказать об этом видео друзьям, если они у вас есть. В общем, приятного просмотра, надеюсь, вам понравится. Все те, кто не понимает, что здесь происходит, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Shadow Fox, скажи, а с чего все начиналось? Сколько ты работал над этим модом? Вообще, сколько времени прошло с момента начала? Прошло уже где-то больше 2 лет, по-моему, где-то года 2 и еще 1,5-2 месяца сверху, где-то так. Ну, тогда это еще не было вив-модом, но, собственно, зачатки начались уже тогда. Началось все с того, что я помогал тогда одному челу делать спрайты. Это, знаешь, время было такое, когда о зарубежном моддинге никто не знал, то есть не было, по крайней мере, у нас известных ЯК мода, работа Сушимаки, там мода по Вархаммеру от Сиоксер и там всяких тоже CNC модов. И знаешь, и тогда даже не было ПК-версии Рустеда. Ну, а из крупных известных модов на тот момент для Рустеда были не к ночи помянутый РМТ и еще SSM мод, который, правда, канул в небытие спустя где-то несколько месяцев после начала работ над Вифом, уже официальных. Потому что там тоже все не сразу началось. Ну и, собственно, тогда я помогал там одному моду, там пацану одному, который делал, называется мод Байтэнк. Ну и для начала я делал, то есть да, вот пацан меня научил рисовать спрайты, тоже показал прогу, с которой он работает и которую я сейчас советую, в принципе, всем. Но что-то мало кто прислушивается. Вот. То есть, да, он там научил, показал, рассказал, дал попробовать, самому захотелось. И где-то первые обнову 2 рисовал я ему. А у меня материал копился. И все дошло до того, что мне стало любопытно, а как этот пацан вводит юниты в игру? Как вообще работает, грубо говоря, система скриптинга в Рустеде? Тогда еще примитивная, если что. Это сейчас можно там такое творить, что охренеешь. Ну, вот, собственно, сам видишь. А тогда всего такого вот и в мыслях не было ни у кого. Точнее, может быть, мысли были, но реализовать это не было возможно. А потом материала скопилось столько, что тот мод бы просто столько не уместил. И в итоге я поговорил-то с человеком, мол, так и так, дружище, тут столько материала накопилось, и по тематике мода просто неподходящего. Может, я еще и параллельно свой-то проект открою? Ну, собственно, он сказал, ну ок, и вот так зародилось. И сначала это был какой-то, знаешь, ноунейм мод. Где-то через неделю после открытия проекта было название «Во имя пророка». И потом через несколько дней я такой смотрю, что-то название какое-то такое кривое. И тут вспоминаю, что году так в 2014-м у меня был, не то чтобы какой-то игровой проект, скорее текстовая ролевая, которая так и называется World in Flame. И такой думаю, до этого я делал World in Flame моды на второй Red Alert. Правда, особо далеко в этом не ушел. И почему бы не попробовать сделать то же самое на Рустед? Это вот все с тех времен, и оно сейчас вот сюда приходит. Так что, знаешь, вообще сколько идет разработка мода, честно, такой вот хороший вопрос. С одной стороны, формально мод появился 2 года назад с чем-то. Но если так подумать, зачатки начались еще с 2014 года. Скажи, как долго времени ты тратишь на создание одного юнита, то есть его проработка, лор?
Сама прорисовка. Знаешь, когда как. Некоторые юниты были созданы, ну, за 30-45 минут от силы. Там особо даже париться не было ничего. Грубо говоря, минут 10-15. Это, знаешь, в ранней версии, когда делал, минут 10-15 уходило. Сейчас на спрайт уходит от сил, ну, самое меньшее 20-25 минут. У меня даже где-то пересылочка осталась с моим быстроспрайтом. То есть я челу одному показывал, как рисовать, и в итоге где-то за полчаса, это вместе с инструкцией, где-то за полчаса умудрился нарисовать, собственно, спрайт самолета, который сейчас без каких-либо изменений использую в Вифе. И да, это порой бывает то, что да, полчаса, ну да, полчаса 45 минут на ввод и проработку. А некоторые юниты вообще с самого начала работ над Вифом только и делают, что прорабатываются. Vortex, например, вот он был одним из первых юнитов, которые были введены в Виф, и он до сих пор переделывается, перерабатывается, там, вписывается в баланс, вписывается там, не знаю, вот история. Ты знаешь, зависит от юнита на самом деле. На некоторые больше часа не убьешь, а некоторые и за весь проект не доделаешь полностью. И знаешь, бывают еще такие моменты, когда ты делаешь прям хороший основательный спрайт, но на его прорисовку тебе уходит неприлично много времени. 2-3 дня, неделя. Да, и такое бывает, кстати. Была вот недавняя картина. Supply Depot. Собственно, ты сейчас как раз за ними сыграешь, и вот прям уверен, что ты ими сейчас застраиваешься. И посмотри на анимацию. В игровом файле, в PNG-шечке этой, она занимает 100 кадров. Хорошо. Сколько времени ты проводишь в день за модом? Знаешь, относительно 25/8. Но по факту Рустед с Вив модом, прогой, где скрипты редактирую, гимпом, где рисую, оно у меня почти постоянно запущено. То есть, например, знаешь, так сижу ВКонтактике, да, пишу, такой, так, что-то скучно писать, пойду Вив сделаю. То есть, знаешь, по факту я все свободное время, когда мне не лень и свободного времени есть, я убиваю на мод. Если честно, я уже хочу это все дело закончить и на месяц-второй все-таки взять передышку. Потому что после релиза работы будет еще больше, ибо начало сюжетной части. То есть дописывать лор, прописывать персонажей, начать клепать миссии, новую ролочку открыть. Поэтому да, вот где-то месяц-второй после релиза я наконец-то возьму перерыв. А пока ебашу в режиме 25/8 нон-стоп. В заключение от себя хочу добавить, что VIF — это тот мод, который заслуживает большого уважения. Над ним проделана огромнейшая работа, и это вам не каждую неделю выпускать новый юнит или каждые 3 дня рисовать его по каким-то чертежам или картинкам с видом сверху. VIF — это тот мод, в котором есть лор, в котором действительно есть сюжет, и в который интересно играть. Просто потому, что он добавляет кучу новых механик, а не просто добавление модов, как большинство ру-мододелов, как большинство зарубежных мододелов. Безусловно, я не могу его сравнивать с какими-либо модами Сушимаки или других действительно качественных модов, но в ру-комьюнити VIF, думаю, что один из лучших. Что же, на этом все. Я не ожидал, что видео растянется до 10 минут. Я думал, что оно выйдет где-то, максимум 7. Но VIF сам по себе довольно-таки большой, и о нем действительно есть что рассказать. Именно поэтому это видео настолько получилось обширным, и столько тут всего. Ну и к тому же оно само по себе является пробным.
Будем улучшать контент, будем совершенствоваться, ну, вы, в общем, знаете. Всем до скорого!